Всем привет! Сегодня я хочу пересадить парочку растений. Первое и единственное пока что это вот этот адениум. Он у меня находится в минеральном субстрате с прошлого года, с прошлого лета. То есть вот такая корневая уже давно вымахала. Пересадить его давным-давно пора. Находится он на фитиле. Вот так вот еще в одном горшке. То есть сюда просто доливается вода вниз. Корни уже все повылазили. Пересадка давным-давно нужна. Корневая развивается очень быстро в таком субстрате. Вот здесь вот можно видеть, что это исключительно камни. Никакой земли здесь нет. Вот этого товарища я пересаживала осенью. И у него уже вон все вылазит. То есть его тоже по-хорошему бы тоже бы пересадить. Кроме адениумов, я еще таким же образом сажаю кактусы. Для них вот очень важно, чтобы воздухонепроницаемая была. То есть вот видите, точно такая же посадка. Итак, что нам для этого будет нужно? Сейчас немножечко переключусь и продолжим. Вот такую я сделала подготовочку, из чего у меня состоит мой минеральный субстрат. То есть здесь два вида наполнителей для кошачьего туалета и речная галька промытая. Можно купить в зоомагазине, можно купить гравий для кур, можно добыть самому на речке, ну или у кого какие там варианты есть, находим свои. Значит, дальше нужен зооник впитывающий. Именно вот такой вот. Что здесь? Здесь у нас в чистом виде циолит минеральный. То есть это вот такие вот камешки. Есть еще другие варианты, но вот этот пока один из лучших. Надо смотреть, что внутри, надо смотреть, чтобы это были именно камешки, надо проверять, чтобы они не размокали в воде. Второй, это вот такой вот наполнитель. Называется гигиенический клампи. Внутри у него находятся вот такие вот керамические из обожженной глины гранулы. И тот, и другой около 100 рублей стоит. 5 литров. Тоже есть другие, но вот такие я не знаю, какие еще есть. Вот с циолитом очень много наполнителей. Но надо смотреть, проверять, чтобы это была не глиняный циолит, а именно вот такой вот каменный. С обожженной глиной можно, конечно, заменить на циафлору. У нее есть такая же фракция, но это будет дороже в несколько раз, как минимум. Но как вариант, почему нет? У кого есть возможность, пожалуйста, пользуйтесь. Далее берем наше растение. Сейчас это, конечно, будет весьма проблематично, но мы будем стараться. Надо достать его из горшка, как можно меньше повредить при этом.
Конечно, хорошо бы не ждать. До такого состояния, как я дождалась. Это все камешки, они очень легко отряхиваются, поэтому не стесняемся, все это отряхиваем. Убираем все старое. Вот такая прекрасная попка. Горшок я буду использовать тот же самый, просто потому что у меня нет места большего. А так можно было бы и побольше взять. Но я буду немножко приподнимать. Поэтому, скорее всего, вот эти верхние корни, они задействованы не будут. Так, наш фитиль. Оставляем пока растение. Я иду мыть горшочек. Вот что у нас получилось. Горшки отлично моются в посудомойке, если у вас какие-то массовые посадки, пересадки. Ну, можно и по старинке, ручками. Теперь самая важная часть. Надо смешать нашу минералочку. Для этого берем в равных частях речную гальку или гравий мелкий. 3-4. И 2 наполнителя. Один и второй. Все ингредиенты здесь есть. Смешиваем. Кто пользуется удобрениями медленно растворимыми, типа осмокота, тоже можно сюда насыпать. Я не люблю, поэтому делать этого не буду. Вот такая вот минералочка у нас получается. В нее теперь можно посадить наши растения. Что мы сейчас и будем делать. Значит, для фитиля можно взять готовый горшок, который продается. Я подбираю под свои размеры, которые мне нужны, и делаю сама. Просто покупаю 2 горшка отдельно, которые по размеру друг к другу подходят. Вот эти верхние корни я специально оставляю пока сверху, не закапываю. И потом, когда чуть-чуть все это подсохнет после первого полива, я их просто-напросто обрежу. Все, пересадка закончена. Пару дней постоит, и я налью воды туда. Запущу фитиль. Вот такая вот, друзья, минеральная смесь. Она уже опробована хорошо, в ней живут прекрасно кактусы, в ней прекрасно живут адениумы,
И, на мой взгляд, это ничем не хуже, чем дорогая лечуза. Всего доброго, пользуйтесь на здоровье.